Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Колесо фортуны. В чем вам повезет? Мы выполним это видео на двух колодах карт. Одна карта Таро, которую прорисовала прекрасная художница, талантливая и таролог со стажем Колет Барон Рид, называется «Колода добра». И карты подаются значения карт с позиции позитивной психологии. И карты пасьянса. Давайте узнаем сначала на колоде добра, что вам будет помогать. Если мы говорим про период жизни или насколько мы делаем наш расклад, я думаю, что не более чем 1-2 недели. Итак, что же нам скажут карты? Что вам будет помогать? Вот такой главный вопрос. Если мы говорим колесо фортуны, в чем повезет? Так вот, какие энергии для вас будут в помощь? Паш воздуха. Быть реалистом. Вот такие энергии. Когда что-то все же нам может не нравиться, мы ищем информацию, потому что необходимо для себя прояснить тот или иной вопрос. По этой карте это как новое ваше какое-то либо дело, либо занятие, которое вас может увлечь, вдохновить, или какие-либо новые идеи, у кого-то новая работа. Но при всем при этом ваша точка зрения будет отличаться от общей какой-то. И нам говорят, да, если искать информацию, что есть на самом деле, это прекрасно. Потому что всегда паш воздуха. Мы и как бы учимся чему-то, или мы ищем информацию, и мы ее находим. Есть какая-то реальность, есть правда, и от нее отступать не нужно. И даже если мы, не согласны с чьим-то мнением, это не значит, что наше сотрудничество невозможно. И вот будь реалистом, нам говорят и так. Поэтому сколько людей, столько и мнений. Что вам будет еще помогать? По пятерке воды, правда, есть какое-то, или может быть, возможно, это случилось прежде, что вы не остались довольны, может быть, разочарование у кого-то в отношениях. Или какая-то еще тема в вашей жизни, которая вас заставила долгое время, как себя или свою жизнь поставить на паузу. Почему я так говорю? Именно в этой колоде карт она называется «Высвобождение горя». Буквально нам говорят выплакать лучше какое-то свое разочарование, чтобы вот с этими эмоциями позволить им как нахлынуть, так и вас окончательно отпустить. Не бойтесь какие-то для себя самого, себя самой вот такие эмоции проявить или оценить реально, опять же, какую-то обстановку. Здесь может быть просто сожаление о каком-то вашем прежнем печальном опыте. А его нужно оценить с позиции как раз большего благополучия. Это значит, если мы уже пережили такую историю, мы второй раз на удочку не попадемся. Быть добрее к самому себе, об этом нам говорит карта, к собственной душе, к вашим собственным намерениям и планам. И если в каком-то контексте план не удался, отношения с человеком не сложились так, как вы бы этого хотели, или есть еще какая-то составляющая вашей жизни, когда вы испытываете разочарование, позволить этим эмоциям, вот как карта говорит, пусть они нахлынут. Потому что эта волна, наша жизнь, как волна морская, есть приливы и есть отливы. Поэтому как этот приток эмоций придет к вам, он так и вас быстрее отпустит. Не закапывать, как какую-то обиду, или не прятать в глубине своей души то, что вас где-то внутренне разрушает. Потому что если мы прячем, мы не позволяем эмоциям выйти, вылиться наружу, но здесь не имеется в виду какой-то скандал или ссора. Нет, тут именно сами по себе слезы. Или какие-то разочаровывающие эмоции, когда мы признаем, что мы в чем-то заблуждались. Что мы были, может быть, идеалисты, думали, что сложится именно так. А оно возьми да сложилось как-то иначе.
Что вам будет помогать? Тут действительно правда ничего, кроме правды. И даже если что-то у нас тут не идет, или, может быть, это и по работе, недостаток взаимопонимания. Я уже вторую пятерку достаю, посмотрите, две пятерки. Всегда пятерка любая, недостаток. Вот здесь недостаток в каких-то положительных эмоциях. Или недостаток, может быть, через личную жизнь, с любимым человеком, может быть, у кого-то и расставание, может быть, у кого-то не столько расставание, а какая-то затянувшаяся история или вопрос не решается. Может быть, не обязательно это по любви, мы будем говорить, да, про любовь точнее. Может быть, и с родственниками, с друзьями, там, смотря чем вы занимаетесь. И пятерка Земли нам как раз говорит о том, что мы подводим итог, чтобы в нашей жизни не было больше разочарований. И здесь, как правило, два направления. Финансы нам нужно сбалансировать раз. И второй момент, что богатство доступно. Здесь буквально может быть какая-то кардинальная концепция не упустить возможности хорошие деньги заработать. Так. И еще эта карта говорит, помни, внешность обманчива. Поэтому, исходя из всего, что вам выпало, мои дорогие львы и львицы, паш воздуха, мы говорим правда, ничего кроме правды. Мы могли о людях заблуждаться. Может быть, первое впечатление было приятным, а потом какие-то вылазят детали, и вы понимаете, что нет. И как-то мне это не очень вписывается в мое представление о человеке. Ну и ладно, нам нужно тогда все равно, если жизнь заставляет продолжать общение или продолжать, может быть, работу, потому что на работе мы не выбираем коллег, кто пришел, тот и пришел, или руководителей тем более, а наоборот вписаться в этот поворот судьбы, мои дорогие. Начинается все с искренности, честности с самим собой. Признание того, что да, есть, присутствует разочарование в моей жизни. Но у кого-то поворотный момент, именно если мы смотрим колеса фортуны. И надо сказать, что у вас планетарно ведь правда очень успешный период второй половины 2024 года для себя какой-то старт, рывок сделать. Кардинально квантовый скачок именно по части финансов, денег. И вы примете какую-то реальность и не захотите себе вредить. Но к людям вы будете относиться более недоверчиво. И где-то карты две пятерки. Недостаток. Есть такой момент. Ну, мы смотрим с вами на короткий срок. Вы можете быть просто банально с кем-то не согласны. Тогда нам карты говорят, ну, где-то ты один сам с собой наедине. Не устраивай какую-то конфронтацию. Прими просто как данность, что мы не должны и не можем изменить людей, изменить ход их мыслей. Каждый человек уникальный. Кто-то и про нас может думать, что мы какие-то не такие, правда? Но это ж не значит, что мы не можем построить баланс в отношениях. Нет, конечно. Все зависит от искусства договариваться. Итак, давайте теперь мы на картах пасьянса посмотрим, какие события, в чем же вас будет вести и почему для вас важны вот эти энергии быть реалистом, по сути дела. Даже если что-то нас не вдохновляет. Я смотрю, мои дорогие львы и львицы, и вы смотрите тоже. Если я что-то пропустила, пишите, и мы обсудим. Семейное счастье у вас выпадает, поэтому я так думаю, что тут действительно какой-то либо прошлые отношения проанализировать и уже не возвращаться к чему-то. Вот как вот про эмоции я говорила. Либо какая-то ситуация по роду вашей занятости, по работе, или, может быть, и по финансам какой-то был прежде минус, а теперь как раз время пора выруливать на обгон. И так тоже может быть. Но когда выпадает подкова в этой колоде, это вообще у нас как бы удача, счастье, благоприятный период в жизни. И даже если мы там что-то чувствуем, какие-то воспоминания, которые, ну, не самые вдохновляющие, вдруг, или нахлынуло вот что-то такое, когда хочется разобраться, все по местам расставлять. Время.
фортуна расставит все по местам. Не вижу пока совпадений. Идем дальше. Интересно, смотрю внимательно, мои дорогие львы и львицы, но пока не вижу совпадений. Есть совпадение, не увидела сразу, молния. Это может быть скорое известие, это может быть какое-то сообщение. А в принципе, это вы какие-то, знаете, как умные мысли, как озарение, моментальное решение какой-то проблемы или какого-то вопроса, и в этом вам повезет. Вы вот действительно как эврика, вот такой будет у вас период. Что-то вы, может быть, как раз из-за того, что вы более чем реалисты, вы понимаете, по крайней мере, вот этот период двухнедельный, что мы смотрим, что ну да, как ты ни крути, а вот так кардинально какую-то ситуацию я не изменю. И хочется, самое главное, себе не навредить. Где-то вы больше готовы, у вас получается все же по финансам, вот какую-то свою траекторию простроить, просмотреть, и поэтому вы не захотите себе просто вредить. И вот, кстати, когда были разочарования в этой колоде карт, месяц или луна, луна как бы это та неопределенность, которая была. А теперь уже нам говорят о том, что наоборот, здесь важные известия приходят, когда вы можете строить уже новые планы. Тут как пространство меняется. Или пытается вам, мои дорогие львы и львицы, дать какие-то возможности. Руку на пульсе точно стоит держать. Ну, дважды известие, наверное. Еще вам выпадает конверт. И в этой колоде два конверта. Распечатанный и запечатанный. Так вот, когда запечатанный, это официальные бумаги или, ну, что-то вы получаете здесь. Может быть, не всегда, вот, кстати, с учетом официального вот этого значения, это и может быть, кстати, какое-то разочарование по какому-то вопросу, который вам, возможно, придется закрывать. И я могу предположить, для кого-то это может быть как, ну, может быть, знаете, банковский документ. Или есть то дело финансовое, которое вам придется решить быстро. Закрыть. Но это будет тогда означать, что как камень с души упадет. Вы в чем-то поставите точку. Или для вас это будет побудительным мотивом именно по части финансов. Начать исследовать или рынок, или новые способы дохода, заработка. Вас все равно, вот что бы ни происходило, это больше реализма вам добавляет. Но и заканчивается-то ведь у нас, собственно, с этого началось, что сейчас благоприятный период жизни, мои дорогие. И даже где-то, пусть официальные бумаги или люди, мы их не отменим, не изменим, они тоже могут быть разные. Но для вас тогда все равно какой-то плюс выйти хотя бы из каких-то минусовых ситуаций, которые вас порядком измучили, не случайно пятерка кубков, и оставить прошлое в прошлом. Но при этом быть реалистом, чтобы еще раз на какую-то удочку не попасться. Но, и повторюсь, себе не навредить тоже. У вас еще совпадает
пока с вами разговариваю, слон. И слон у нас означает, как еще нам говорят, про вашу сильную позицию. Слон сильный, надежный, про счастье, про благополучие. И поэтому, может быть, кто-то из вас как раз закроет какой-то вопрос и получит документ. А кто-то будут возможности расставить все по местам. Вот вы как будто подводите итоги. И все карты, посмотрите, как и пасьянса, так и таро, говорят, что пока ты какой-то гештальт полностью не поставишь там точку, как будто счастье на пороге. Ведь несколько значений про успешный период жизни, например, да, вот, к примеру, подкова у вас выпала, о том, что что-то меняется, нам говорят, молния выпадает. Дальше вот этот образ слон и то, что с ним связано, счастье, благополучие, то, что какие-то по молнии вы сможете как раз предпринять или шаги, или у вас получается что-то осуществить. И это все идет на смену тому, что у вас было прежде. Если мы говорим про месяц, новые планы, важные решения или, может быть, важные новости. Да, не расслабишься, это правда есть, но для вас этот период как будто совершенно необходим, чтобы взять старт в будущее. Причем не то какое-то призрачное будущее, а вы, мои дорогие львы и львицы, что-то видите уже конкретно в течение этих 2 недель. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.